Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Я представляю компанию «Геопром», являюсь директором этой компании. Зовут меня Сергей Петрович Левашов. Наша компания организована в 1997 году. В настоящее время насчитывает около 20 специалистов в области геофизики и геологии. Компания занимается в основном исследованием, поиском и разведки месторождений полезных ископаемых. И кроме этого есть еще и инженерные работы. Поиск полезных ископаемых мы ведем по всему миру, в Украине и по всему миру. В основном преимущественно ищем нефтегазовые месторождения, также рудные месторождения, поиски питьевой воды, и некоторых строительных материалов. В настоящее время мы провели около 400 различных объектов во всем мире. Работали и в Заполярье, работали на Крайнем Севере. Были работы у нас 3 антарктические экспедиции. Работали в Африке, в районе экватора. Компания «Геопром» является разработчиком прямых методов поиска и разведки полезных ископаемых. В основном это геоэлектрические методы поиска и разведки. Мы сейчас разработали 3 основных направления. Первое направление — это идет у нас обработка и дешифрирование космических снимков. И в дальнейшем идет проведение полевых работ методом становления короткоимпульсного поля и вертикального электрорезонансного зондирования. Методику, которую мы разработали, является как бы продолжением метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли. Единственное отличие наших методов, что мы рассматриваем это поле в спектральных характеристиках этого поля. Многолетними экспериментами нами доказана связь между геологической структурой и спектральными характеристиками естественного электромагнитного поля Земли. Нами определено где-то около 100 различных резонансных частот для различных минералов, по которым мы проводим поиск по этим резонансным частотам. Далее мы проведем наглядную демонстрацию методов частотно-резонансного дешифрирования космических снимков и полевых исследований. Частотно-резонансная обработка космических снимков начинается с получения резонансных частот поискового объекта. Для этого нам практически всегда необходимы образцы поисковых объектов. Такие объекты могут быть рудными, или там, нефтяными, или вода, в зависимости от того, чего мы ищем. Значит, если клиент нам предоставляет образцы, то мы дальше по этим образцам определяем резонансные частоты. Образцы не должны быть очень большие, в принципе, хватает там чуть-чуть больше спичной головки. Вот образец, например, нефти. Также используется. Образец антрацита, угля антрацита. Образец золоторудных материалов, это по Судану, в песчанике. Халькоперит, руды хромита. Образцы вмещающих пород. Это гранитоиды или там нериты. Это по Афганистану. На этом рисунке мы хотим продемонстрировать результат работы определения резонансной частоты для образца нефти. В данном случае проходило сканирование логгером в границах частоты от 300 до 500 кГц. Это уже нами проверено, что где-то в этих пределах происходит резонанс. И мы с вами наблюдаем, что при записи логгером сигнала резонансы наиболее ощутимые возникли в районе 350 кГц. И следующий резонанс возникал в районе 455 кГц. Частотно-резонансная обработка спутниковых снимков начинается с подготовки самих отпечатков этих спутниковых снимков.
Обработка идет не цифровая, то есть не с помощью компьютера, а аналоговая обработка. Но перед этим ей предшествует некоторая обработка этих снимков на компьютере. Мы используем спутниковые снимки, которые получаем из открытых источников. Это архивные снимки со спутника Landsat, Landsat 5, Landsat 7 и на сегодняшний день Landsat 8, которые покрывают практически всю территорию земного шара. Мы имеем возможность подобрать необходимый нам спутник по предоставленным заказчикам координатам участка работы. Данные спутниковые снимки многозональные, то есть они представлены в нескольких спектральных каналах. И, соответственно, такая же частотно-резонансная информация, которая присутствует в Земле, она передается и фиксируется камерами этих спутников. На следующем этапе в компьютере эти снимки готовятся с помощью специальных комбинаций каналов, что является нашей разработкой. Когда снимок готов, готовится его печать. Для этого имеются специальные пленки, которые мы заказываем, и печать происходит на этих пленках. Наносится космоснимок на разграфленную такую подложку. Площадь обработки, которая за один раз мы можем произвести обработку, она соответствует формату листа А3. Вот, поэтому, исходя из этого, определяется масштаб наших исследований. И если территория гораздо больше, чем она может поместиться на один лист, то тогда мы формируем несколько планшетов. Это может быть один лист, может быть 2, может быть 10 и так далее. Ну, соответственно, это выше стоимость, потому что каждый раз проводится цикл, и основное это печать на этих дорогостоящих пленках. Вот. После того, как подготовлен космоснимок, мы определили резонансную частоту искомого объекта, будь это золото или это какие-то платина, содержащиеся в хроматитах. После этого мы переходим уже к обработке частотно-резонансной по данной поверхности. В нескольких вариантах проводится. В пешем варианте проводится на автомобиле или же на любом транспортном средстве. Это может быть самолет, может быть лодка, может быть небольшие типа на мотоцикле можно проводить. Основная антенна регистрационная может крепиться на машину, а также может крепиться на фюзеляж самолета или вертолета. Регистрация идет на EM-трекер. EM-трекер снабжен внутренней антенной GPS, которая дает координаты каждой съемной точки. Есть выносная антенна GPS, если мы работаем в самолете или где-то на корабле, есть выносная антенка, которая магнитная, крепится к внешней стороне транспортного средства. При движении автомобиля включаем EM-трекер, через несколько минут он активируется, и через каждые несколько секунд идет съемка этой точки. Один посыл импульса и съемка его осуществляется в течение где-то полусекунды. Значит, через каждые полсекунды можно производить эту съемку. Но обычно, когда мы едем на транспортном средстве, это обычно транспортное средство движется со скоростью 40 км в час, не больше 40 км в час, и идет эта съемка. На самолетах можно регистрировать, так чтобы каждая точка съемки была не больше, чем полсекунды. Съемка ведется в пешеходном режиме. Места, где нельзя проехать, это болотистые места, лес, пустыни. Съемку можно производить в пешеходном варианте. Для этого подключается кнопка запуска прибора в это гнездо, и производится съемка. Сейчас съемку можно рюкзачок, включать сюда. Это там красная кнопочка. Все, прибор помещается в рюкзачок.
Вот это вот держится языка. Антенна может быть экранирована рюкзаком. И я пошел. Ну да, то есть можно и через метр делать. Вот. Также можно сделать это все в автомате. Вот, то есть через каждые, там, например, 5-6 метров. Вот, ну точно GPS около там, пишется 3 метра, ну с 5 метров оно регистрирует. Каждые там 5 метров в автомате оно может давать съемку, ну, снимать точки. Причем сделано так, что если вы остановились вот на этом месте, GPS проверяет, насколько вы сместились от этого места. Если смещение меньше 3-4 метров, то останавливаются и не делают, съемку не делают. Вот. Если бросает, GPS бросает, если вы стоите и забыли выключить, то прибор как бы не регистрирует. Начали движение, начинается в автомате регистрация. После окончания съемки, насколько здесь память позволяет производить фиксацию поля? В какой период времени, сколько точек? Значит, работает прибор где-то около 8 часов, хватает его питания. Вот, точек там где-то около 3000 точек записывается на прибор. Вот. Если же идет переполнение памяти, идет как бы остановка прибора, тогда необходимо подключить его к компьютеру, сбросить все эти данные и продолжать съемку, если у вас больше там. Обработка данных EM-трекера. Показаны кривые, которые мы снимаем с антенны EM-трекера. Каждая точка записана, строится графики этих точек. Перейдем к обработке этих данных. Задаем частоту, резонансную частоту, с которой будем производить построение карты или графика нашего поля. В данном случае задаем частоту 348 кГц. Задаем его в некотором диапазоне 347 кГц, 349 кГц. В этом диапазоне ищем резонанс. Пускаем все точки, которые мы снимали, на обработку. В каждой точке определяется одно значение резонансное и строится график. Обработка подходит к концу. В конце мы получили большой всплеск резонансный, поэтому произошло регулирование масштаба. Вот, то есть мы получили в 3 местах, вот в этом месте и вот в этом месте газовые аномалии. Вот. Ну, немножко газа проявилось в отдельных этих точечках. Мы пересекали маленькие небольшие аномалии. Вот, но в основном 3 аномалии. Дальше эти данные сохраняются в виде датовского файла. Вот, и строится по всем данным, по всем профилям, строится уже карта. После обработки данных по каждому профилю, профили это вот мы проезжали вот этим профилям, вот. Дальше строим карту, общую карту. В результате обработки мы получаем данные, датовские файлы. Вот они примерно так выглядят. По датовским файлам строится grid файл. Вот он выглядит вот так вот. И по grid файлу строится уже непосредственно по всем профилям строится карта. Общая карта получается вот такого плана. Вот это демонстрация съемки скип.
Вот это первоначальная съемка. Дальше уточняется, если у нас где-то какие-то зоны не закрыты, нельзя было проехать, то дальше эти зоны закрываются по космическим данным, смотрятся космические данные, где заканчиваются аномалии. И общая карта представляется в виде данных полевых и космических данных. Метод вертикального электрорезонансного зондирования. Значит, вот основной комплекс аппаратуры. Значит, вот это вот кольцо идет возбуждающий генератор, который возбуждает и изменяет естественное электромагнитное поле. К нему подключается генератор длинных линий. К генератору длинных линий к генератору подключается длинная линия 100-метровая, вот расположенная на вот этой вот катушке. На генераторе выставляется длина или глубина, вот, интересующая нас глубина. Ну, например, выставляем глубину, например, там 200 метров. Подойди и подойди с кольцом, покажу, как выставляется. Вот по вот этим вот кнопочкам. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Это глубина 1 метра. Вот это вот 100 метров. Вот это вот 200 метров. Например, нам надо исследовать глубину, начиная с 400 метров. Нажимаем. Сейчас выставляется глубина 400 метров. Если мы сейчас растягиваем вот эту вот катушку по 100 метров, мы начинаем, вот эта нулевая точечка вот у нас начинается с 400 метров. И до 500 метров происходит измерение сигнала. И на глубине от 400 до 500 метров. Подержи, я растяну. Растягивается длинная линия. После того, как установлена аппаратура, начинается измерение вдоль провода. Вдоль провода ведется измерение двумя методами. Первый метод – это измерение логером движения оператора вдоль провода. Провод размечен, и по проводу можно сказать, на какой глубине ты сейчас находишься. Значит, логер представляет собой возмущающую антенну, приемная антенна и одна антенна, которая дает поисковую частоту. Вот, например, мы ищем там газовую составляющую, газовую ЭТП. Мы на логере задаем частоту, которая соответствует поиску газа, и дальше оператор производит вот таким вот образом. Берет провод в руку. Возбуждающая антенна помещается в непосредственной близости, и на приемную антенну с резонансной частотой идет оператор, проходит вдоль длинной линии. Каждые полсекунды идет регистрация сигнала с длинной линии. Вот таким вот образом проходит 100-метровую дистанцию. Здесь все происходит в автомате. Регистрация идет, то есть на экран здесь ничего пока не выводится. Все выводится после того, как сигнал помещается в компьютер, идет обработка, и только тогда можно посмотреть результаты нашего движения. То есть работает два оператора, один доходит до конца, второй потом переключает интервал. Да, доходит до конца, вот мы дошли до конца провода, до 100 метров, например, дошли, разворачиваемся. Оператор изменяет глубину. То есть мы дошли сейчас до глубины 500 метров. Оператор включает, добавляет еще 100 метров, включается. И мы уже находимся на 600 метров глубины. Дальше мы идем уже вверх. То есть наша глубина уменьшается. Вот таким образом проходится весь интервал, поисковой интервал. Это первый метод поисковой. Сейчас подойдем, я покажу. Второй метод заключается в том, что по резонансной частоте определяется звуковой сигнал. Когда
резонанс частот совпадает поисковой и непосредственно аномально-поляризованная пласта на той глубине, происходит звуковой сигнал вот этого прибора, который мы так называем холодом. Вот. Оператор берет в руку провод и идет по проводу. Если поисковой объект расположен на этой глубине, появляется сигнал. Появился сигнал. Здесь есть отметка глубины. Вот пошел сигнал. Вот, например, там здесь 10 метров. Мы сейчас стоим на 9 метрах. В ручном режиме оператор записывает эту глубину, и человек дальше проходит по вот этому пласту. Сигнал пропал. Вот. Смотрится такая глубина, где-то 11 метров. Глубине вот эта вот меточка 10 метров, 11 метров. Если у нас там стояло 500, значит это 511 метров. 509, 511 метров у нас обнаружен пласт, там, водяной или газовый пласт, в зависимости от того, насколько настраивается, какая частота, настраивается поисковая частота. Вот. Точность метода определения вот таким способом, ну, буквально мы считаем до 1 метра. До 1 метра можно определять вот по вот этой длинной линии с точностью предыдущего метра. Определяется, в принципе, если очень детально делать, то до 12 сантиметров у нас есть возможность определять глубину до нормально поляризованного объекта. Но, в принципе, больше точность, больше метра нам в принципе не нужна. То есть точные такие методы определения до 12 сантиметров, когда мы работаем с небольшими глубинами, это поиски воды, это до 100, до 200 метров, вот тогда мы задаем большую точность. Обычно, когда мы смотрим несколько километров глубины, то точность определяем. В данном варианте вот, наш прибор позволяет до 6,5 километров прослеживать звук. Обычно для поиска нефтяных и газовых месторождений мы используем до 6-7 километров, больше, чем 6-7 километров. Ну, примерно так. Поехали. При исследовании нефтегазовых месторождений до глубины там, 3, 4, 5 километров одна точка примерно делается 2-3 часа, может делаться. Вот. Если же интервал глубин, например, исследуется небольшой, до километра, где-то, например, от 2 до 3 километров, то может за час такая точка может быть снята. В день обычно снимается не больше там, 5, максимум это 6 точек вверца. Вот сейчас вот закончено, когда заканчивается съемка, прибор собирается и переезжает на другую, выбирается на другую точку зондирования. Точка зондирования выбирается у нас по результатам становления поля, когда вырисовывается основная аномалия, вот проводится ряд профилей, выбираются точки зондирования и дальше уже выезжается на поле, делается, в этих точках делается уже зондирование. Вот. Обычно первый день съемки это у нас первый 1 или 2 дня, в зависимости от площади, делается съемка становления поля, а затем продолжается уже строится вертикальная, в каждой точечке строится вертикальная разрезы. В камеральной обработке уже строятся колонки вертикальные. Вот на этих колонках выделяются зоны нефти, газа, воды. Вот. И строится по типу каротажной кривой, строится вертикальная колонка для каждой точки зондирования. Модификация электрорезонансного вертикального зондирования без длинной линии. Используются резонансные частоты для определения воды.
Здесь аппаратура, вот это вот КДЛ, коммутатор длинных линий. Вот. Исходная частота задается генератором. Вот сейчас настроена на поиск воды. Вот. И регистрация идет непосредственно с вот этого флюксометра, зелененький. Вот. Исходная частота, которую мы ищем, 600 кГц, это для поиска воды. Вот она генерируется на вот эту вот антенку. Вот. Запускаем. Юра, запускай верс. Включаем верс. Вот. Каждый щелчок идет через метр, идет перебор частот, который соответствует глубине 1 метру. Вот здесь вот глубина. Идет поиск воды. Настроено на резонанс воды. Вот произошел резонанс. Определяется, рисуется глубины, где примерно есть пласт, водяной пласт. Это глубины в районе 200 метров. Маленький всплеск, это может быть граница между литологической границей. Сейчас где-то находимся на глубине около 300 метров. Подходим к 400 метров. В районе 400 метров. Да, вот здесь вот тоже второй, скорее всего, второй водоносный горизонт. Каждый щелчок КДЛ это спускаемся вниз на 1 метр. Идет перебор через 1 метр. С левой стороны показывает глубина, на которой мы сейчас находимся, где мы изучаем резонансную частоту. Подходим к конечной отметке 600 метров. Здесь небольшенькие, может быть тоже литологические, небольшенькие зоны обводненные. Все, зондирование закончено. Примерно у нас заняло это время примерно 2-3 минуты. Где-то продолжительность съемки была около 2 минут. Вот дальше вот эту кривую, которую мы получали, идет на обработку. И вот эти 2 пласта, которых мы выделили, вот привязывается к литологическим данным. И уже дальше там идет и интерпретация. То есть этот метод предназначен для тех условий, когда нельзя растянуть длинную линию. Вот, обычно мы его используем при исследованиях в морских условиях, на кораблях, вот, на небольших лодках. Используется, поскольку не требует больших размеров плавающего средства. Также используется, можно его использовать не только для поиска воды, но и нефтяных, газовых месторождений. Вот, также позволяет нам производить исследования до 6 километров. До 6 километров выделять. Этот КДЛ до 8, да, я извиняюсь, вот этот КДЛ сделан до 8 километров. Вот можно от 0 до 8 километров можно изучать вертикальный разрез. Благодарю всех за внимание. Приглашаем к сотрудничеству геологических, геофизических компаний и отдельных лиц, инвесторов, которые работают в области геологии и геофизики. Спасибо.
Спасибо всем за внимание.